Сегодня мы поехали на экскурсию в город Далат. Она такая длительная. Мы выехали в 4 утра со своего отеля в Начанге и 4 часа ехали в автобусе. Первая у нас была остановка на кофейной ферме. Там будет видео, конечно же, про кофе. А сейчас мы приехали, в так называемую долину богов. Ее отстроили только 2 месяца, как нам сказал экскурсовод. Прикольное такое место для детей, для подростков. Здесь очень чистый воздух, горы, сосны. Чуть-чуть меньше температура, чем в Нячанге, потому что это такая горная местность, там более 1500 метров над уровнем моря. И вот мы здесь гуляем. Пойдемте с нами прогуляемся. Это было наше первое путешествие во Вьетнам. Оно было недолгим, всего 7 дней. Забегая вперед, нужно отметить, что нам очень понравилось во Вьетнаме. И за эти 7 дней мы посетили 3 экскурсии. Одна обзорная экскурсия по городу Нячанг, вторая экскурсия была в парке развлечений Вин Перл. Ссылка на это видео будет в конце ролика. И третья экскурсия была в город Далат. И чтобы успеть посмотреть все достопримечательности и интересные места, нам пришлось выехать в 4 часа утра, так как Далат находится в 300 километрах от Нячанга. В рамках экскурсии в город Далат первым местом было посещение кофейной фермы. На этой ферме производится кофе сорта лювак. Лювак – это разновидность кофе, которая производится путем выкармливания и дефекации кофейных зерен куницами. Процесс производства зерен кофе лювак состоит в том, что куницы поедают спелые плоды кофейного дерева, кофейные вишни, переваривают окружающую кофейные зерна мякоть и испражняют зернышки кофе, которые затем собираются людьми, моются и сушатся на солнце. На сегодняшний момент кофе сорта лювак является одним из самых дорогих кофе в мире. У нас здесь маленькая ферма по производству кофе. Мы делаем кофе лювак и кофе сон, то есть всего 2 вида. Но делаем это действительно хорошо. Если вы слышали какую-то информацию про кофе лювак, знакомое слово? Да? Класс. Если вы слышали, что там кто-то там, где-то там в каких-то лесах, чего-то там за животными бегает, собирает, ловит их, я не знаю, по всему лесу, этого давно уже не существует. Это просто вам показать. В настоящей центре мутации никого не пускают, там, стоящие на горе, похоже, нет, только полностью закрыто. То есть там нельзя курить, прыгать по дыханию, потому что кофе в такой момент очень сильно впитывает в себя запах. Значит, проходят и собирают за животными. То, что получилось, мы называем здесь это словом продукт. Вот такой вот продукт за ними собирают. Примерно 2 недели он лежит вот на таких же точных сеточках и просушивается под солнцем, просто под сквозняком. В основном собрали ягоды, потом мы там как-то там, я не знаю, посушили там за 2 дня, потом раз и сразу на обжарку. Это вообще не так работает. Дальше, вот сюда попадает зерно, красивое зелененькое, которое мы с вами видели. Внутри барабан. Он горячий, он крутится. Это современная обжарочная машина. Так жарят кофе в 2024 году. Хотя это не арабика. На самом деле этот сорт называется арабика либерика. Стандартная арабика, вот прям чистая арабика, она на самом деле вообще не выживает в открытом грунте. Матрияки деда.
Подождите, ну он просто должен говориться, он должен. Такие нетерпеливые. Сейчас. Короче, Вот еще свободный возьмите, заваривать кофе. То есть вот тут даже должно дома, оно... вам нужны, чтобы вот в фильтрах заваривать кофе, вам нужны грубые обжарки. Завариться. Да, завариться. Профильтровался. И да, я добавила сгущенки, прикиньте. Короче, я и сгущенку, наверное, То есть не знаю, вы, лет получается, вот сюда 20 сюда. не ела. И вот насыпаете сейчас здесь... кофе, закрываете это дело фильтром и заливаете. Все. Сейчас у вас столовая ложка там дома. Попробуй. Пап, попробуй. Саш, ну что? Ой, мои очки, мои очки. Также на этой ферме производится кофе, который в процессе производства проходит через желудочно-кишечный тракт слонов. Еще здесь был мини-зоопарк, думаю, чисто для привлечения и развлечения туристов. Еще. Ах, жаль. Давай. Аккуратно снимайте. Нет, поворот. Нет, поворот. Поворот он показывает, что едем. Ага. Да. То есть, в принципе, вообще в Вьетнаме они звонят не для того, чтобы, да, там, как у нас, Да. выйти подраться, побриться, что ты стоишь просто, Ага. в основном для того, чтобы предупредить, что, мол, осторожно, поворачивай самью, и, в принципе, ну, в общем, такой принцип. Поэтому здесь Поднимешь вьетнамскую музыку. Всем привет! А мы сейчас в долине богов. Посмотрите. Долина богов находится довольно далеко, но когда мы до нее добрались, мы попали совсем в другую эпоху. Вступив в долину богов, мы почувствовали, будто забрели в сказочную страну с извилистыми тропинками и шелестящими на ветру пышными сосновыми лесами. Природные пейзажи органично сочетаются с мифологическими элементами, создавая мистический и впечатляющий пейзаж.
сейчас кое-что скажу, только это в другом видео будет, ладно? Очень интересно было увидеть маленьких человечков, изображающих хоббитов из произведений Толкиена, с их маленькими домиками и миниатюрной утварью. Это наша экскурсия в город Далат. Она включает вот посещение вот этого парка. Как нам уже сказали, что он только 2 месяца как открыт. Ну, понятно, что сейчас большие вливания в туристическую индустрию Вьетнама происходят. И на самом деле экскурсий не так уж много во Вьетнаме. Ну вот они вот такое делают разнообразие. Для детей вообще очень классно, для подростков. Ну какая-то здесь атмосфера. Единственное, нам сказали, что в Далате намного прохладнее, чем в Нячанге. Но мы от жары немножечко тоже умираем здесь. Потом что-нибудь, да, наложу. Высокотехнологичные, интерактивные вещи, но все вот в совокупности с красивой природой, с такими яркими красками, вот эти вот скульптуры, они, конечно, производят очень такое сказочное впечатление, как будто действительно в каком-то королевстве сказок находишься. Мы пришли в парк, Долина любви парк называется. Ну, самое здесь такое знаменитое, это вот этот мост с прозрачным полом. Чтобы туда попасть, мы заплатили по 200 тысяч донгов. Это 4000 тенге на человека. Надеваем вот такие штуковенцы на ноги. Вот. И сейчас пойдем. И сейчас пойдем. Ой, что-то страшно. Ага. Фу-то. Ой, мамочки. Ой. На всякий случай давайте будем держаться. Мама, если она упадет, она встала. Туф, сына. Как красиво там. Господи! Господи! Все, мы уже? Ага.
после «Стеклянного моста» я немного устала и решила отдохнуть. А наши дети вместе с отцом решили посетить так называемый музыкальный дом. Наш старший сын Али является известным звукорежиссером, работающим со многими известными исполнителями. И вот в музыкальном доме Али симпровизировал сэмпл, и свидетелями воплощенной музыки в данный сэмпл вы услышите далее. Ссылка на инстаграм Али будет в описании ниже. Яракнула. Это я засэмплю. Вон, Али. Две? Угу. Все, сэмпл достаточно, да? Следующая наша остановка – это Crazy House. Вот эта вся композиция – это вообще гостиница. Здесь 10 номеров, по-моему, построила известная архитекторша. И вообще напоминает дом Гольдесвассера, или Гауди, что-то вот такое интересное. Восхождение. Единственная просьба. Смотрите под ноги, потому что в отличие от можете там заходить, подниматься наверх.
какой красивый вид. Ага. Где судьи? Давай. Поднимаюсь, бедная. На YouTube. Ага, не ударится. Они все не заканчиваются, не заканчиваются. Я просто так говорю. Я знаю, что я потом сверху наложу звук, но чтобы потом помнить свои эмоции. It's a crazy house. В этом отеле 10 номеров. Их бронируют за несколько месяцев, ну, как сказал нам наш экскурсовод. Но очень интересное место. Я не знаю, выйти-то и выйдешь из номера, а вот найти свой номер, зайти обратно, это уже проблемка, мне кажется. Ну, если трезвые будете. Посмотрите, какой номер здесь, в этой гостинице. Вот такой интересный, маленький, атмосферный. Ну, надо забронировать его за несколько месяцев и пожить в этом атмосфере сумасшествия. Называется комната термита. На каждое животное. Да, на каждое животное. Ой, каждая комната, ну, символизирует, да, какой-то. Вот написано. Тут термит. Кстати, комната номер 6. Ну, немножко так, палата номер 6. Да. Далат – это город в центральном Нагорье Вьетнама, столица провинции Ламдонг. Он расположен на берегах озера и окружен полями для гольфа, холмами, сосновыми лесами и водопадами. Благодаря мягкому климату Далат получил название «Город вечной весны». Он был основан французами в начале 20 века как курорт, и об этом напоминают многочисленные здания в колониальном стиле. Высота над уровнем моря 1500 метров, население 260 тысяч человек. Во Вьетнаме, в Далате, есть несколько объектов, любимых туристами. Это Crazy House и пагода Линь Фок, которую еще называют бутылочный храм. Пагода Линь Фок в Далате очень красивый буддийский храм. Особенность храма заключается в том, что и снаружи, и внутри он облицован мозаикой из битой посуды и бутылок. Все уголки храма, и потолки, и стены, и колонны украшены мозаикой из осколков разноцветного стекла, фарфора и керамики. На солнце храм сверкает различными оттенками. Красота необыкновенная. Храмовый комплекс украшен большим количеством различных статуй, драконами, черепахами, мистическими фигурами. А в центре комплекса находится 27-метровая колокольня. Она имеет 7 ярусов, на которые можно подняться по винтовой лестнице. Познать, как это быть водой.
достаточно веселый. Ну что ж, мальчики мои, входим в ад. Там что дорога нам? прямая, ближе к выходу будет судилище. Покажут нам, как выставляют оружие. Ближе пройдем. Đây là điều thứ 10. На втором этаже находится самый большой во Вьетнаме колокол желаний. Он весит около 10 тонн, в диаметре почти 5 метров, а его высота 6 метров. Смотрите, ребята, здесь исполняются желания. Берете листочек, вот здесь ручка, листочек, пишите свое желание. Ну, вы знаете, как, да, надо писать. И потом там клей есть, и приклеиваете. Потом? Да, Да, вот сюда приклеиваете. И стучите. Ага. Вот сюда приклеиваете, потом желание загадали, 3 раза колокол ударили. Я уже как Ну, это в первую очередь мы побежали и это все сделали. Верю, что все исполнится. Конечно. Пошли еще свечки заложим. Точно исполнится. В другом зале храма царствует богиня милосердия и сострадания Гуань-инь. Богиня – покровительница женщин. Она помогает приобрести здоровое потомство, дарует семейное счастье, мир и милосердие. Статуя богини Гуань-инь выполнена полностью из цветов бессмертника, которые меняют раз в год. Пагода Линьфоок очень праздничный и нарядный храм, похож на сказочный домик и оставляет удивительное впечатление. В другом здании комплекса находится поразительной красоты молельный зал. В центре возвышается статуя белого Будды в окружении золотых статуй, а у подножия статуи окружена нефритовыми Буддами. Сочетание разноцветной мозаики и позолоченных статуй придает великолепие и роскошь убранству храма. Вот наша экскурсия закончилась. Мы уже уезжаем к себе в Нячанг. Как раз таки начинается еще дождь. И хорошо, что мы уже все. Всем пока.